Магазин, который раздает товары бесплатно и зарабатывает на этом миллиарды. Наушники за $3. Футболка за 2. Умные часы дешевле похода в кино. На первый взгляд, Тему выглядит как очередной китайский интернет-магазин. Но есть одна проблема. Такая математика не должна работать. Потому что кроме самого товара существуют склады, реклама, логистика, доставка, возвраты и десятки других расходов. Тем не менее, Тему не просто выжил. За считанные годы он превратился в одно из самых скачиваемых приложений на планете. И это заставляет задать вопрос: что мы упускаем? Потому что если объяснение заключается только в дешевых товарах, то почему именно Тему стал феноменом? Ведь дешевые товары существовали задолго до его появления. Самое странное происходит после установки приложения. Представьте обычный интернет-магазин. Вы заходите туда с конкретной целью: купить наушники, заказать зарядку, найти новый телефон. Вы находите товар, оплачиваете его, закрываете приложение. Для магазина это идеальный сценарий. Теперь представьте другую ситуацию. Человек открывает Тему. Просто посмотреть. Через несколько минут он все еще внутри приложения. Еще через несколько минут продолжает листать. Потом в корзине появляется первая вещь. Затем вторая. Потом третья. И самое странное заключается в том, что ни одна из них не входила в первоначальный план. Миниатюрный пылесос для клавиатуры, органайзер для проводов, складная лампа, странный кухонный гаджет. Еще час назад человек даже не подозревал о существовании этих вещей. Но теперь они лежат в корзине. Именно здесь появляется вопрос, который намного интереснее вопроса о низких ценах. Если человек пришел не за этими товарами, то что именно заставило его их купить? Можно предположить, что все дело в цене. Люди любят скидки. Конец истории. Но проблема в том, что скидки существовали всегда, как и распродажи, как и товары по невероятно низким ценам. Тем не менее, большинство магазинов не вызывают такого поведения. Люди не проводят вечера в каталогах строительных гипермаркетов, не листают магазины бытовой техники перед сном, не открывают маркетплейсы просто из любопытства. Значит, дело не только в цене. И именно здесь история становится интересной. Проведите внутри Тему несколько минут и обратите внимание не на товары, а на само приложение. Колеса удачи, бонусы, таймеры, подарки, купоны, случайные скидки. Если убрать сами товары, возникает очень странное ощущение. Словно перед вами вовсе не магазин, словно перед вами мобильная игра. И чем внимательнее смотришь, тем сложнее отделаться от этой мысли. Есть причина, по которой игровые автоматы не показывают выигрыш сразу. Есть причина, по которой мобильные игры раздают ежедневные награды. Есть причина, по которой социальные сети бесконечно обновляют ленту. Все они используют один и тот же механизм. Ожидание, предвкушение, следующий бонус, следующая награда, следующий сюрприз. Конечно, Тему не казино. Но некоторые механики работают удивительно похоже. Именно поэтому человек начинает искать уже не товар, а ощущение находки. Но даже это еще не объясняет феномен полностью. Потому что казино существовали десятилетиями, игры существовали десятилетиями, социальные сети тоже. И здесь появляется самый неожиданный поворот всей истории. Самое удивительное заключается в том, что Тему практически ничего не изобрел. Ни скидки, ни купоны, ни игровые механики, ни интернет-магазины. Все это уже существовало раньше. По отдельности. Но Тему сделал то, что до него никто не сделал настолько эффективно. Он объединил все в одном месте. Магазин, игру,
социальную сеть и постоянное ощущение выгодной сделки. Именно в этот момент кусочки пазла начинают складываться вместе. Именно поэтому главный конкурент Тему не Amazon и не AliExpress. Потому что Тему борется не только за деньги покупателей. Он борется за их внимание. За те же самые минуты, за которые борется TikTok, Instagram, YouTube, Netflix. Все они хотят одного — чтобы человек остался еще немного. И если посмотреть на Тему именно под этим углом, многие странности внезапно обретают смысл. Сегодня внимание стало одним из самых ценных ресурсов на планете. Потому что внимание можно превратить в просмотры. Просмотры — в клики. Клики — в покупки. А покупки — в миллиарды долларов. Именно поэтому крупнейшие технологические компании так отчаянно борются за каждую минуту нашего времени. И если посмотреть на Тему через эту призму, многие странности внезапно начинают выглядеть логично. Колеса удачи больше не кажутся случайностью. Ограниченные предложения больше не кажутся случайностью. Бесконечная лента товаров больше не кажется случайностью. Все это начинает выглядеть как элементы одной большой системы. Системы, задача которой — удерживать внимание как можно дольше. Есть одна причина, по которой люди любят искать скидки. И дело не всегда в деньгах. Представьте двух покупателей. Первый покупает вещь за обычную цену. Второй покупает такую же вещь со скидкой в 70%. Оба получили одинаковый товар. Но второй получает еще кое-что. Чувство победы. Ощущение, что он оказался умнее системы, что нашел что-то раньше остальных, что сумел поймать особенную возможность. Именно на этом ощущении построена огромная часть Тему. Люди приходят за товаром, но остаются ради поиска следующей находки, следующей скидки, следующего сюрприза, следующей победы. И чем дольше длится поиск, тем сильнее становится желание продолжать. Большинство магазинов продают товары. Тему продает процесс. Именно поэтому многие люди проводят внутри приложения гораздо больше времени, чем планировали. Сначала появляется интерес, потом любопытство, потом желание проверить еще несколько предложений. Затем возникает мысль: а вдруг дальше будет что-то еще выгоднее? Именно здесь происходит самая важная подмена. Покупка перестает быть целью. Покупка становится частью развлечения. Человек получает удовольствие еще до того, как заказал товар, еще до того, как товар был отправлен, еще до того, как курьер оказался у двери. И это очень необычная модель для интернет-магазина. Если посмотреть на историю электронной коммерции, становится понятно, что большинство компаний пытались решить одну проблему — сделать покупки быстрее, проще, удобнее. Тему выбрал другой путь. Он сделал покупки интереснее. И именно поэтому компания выглядит настолько необычно. Потому что она развивается по правилам, которые больше напоминают правила социальных сетей и мобильных игр, а не классической торговли. И, возможно, именно это позволило ей вырасти так быстро. Пока остальные магазины продавали товары, Тему продавал эмоции, любопытство, предвкушение, ощущение удачной находки. В начале этой истории казалось, что секрет Тему скрывается в дешевых товарах. Потом казалось, что все дело в скидках. Потом в игровых механиках. Но по отдельности ни один из этих ответов не работает. Потому что успех Тему построен не на одной идее, а на их комбинации. Компания взяла принципы мобильных игр, психологию социальных сетей, механику распродаж, классический интернет-магазин и объединила все это в одну систему.
Поэтому, возможно, главный продукт Тему никогда не лежал на виртуальной полке. Потому что миллионы людей возвращаются туда не только за товарами. Они возвращаются за ощущением. Ощущением того, что следующая невероятная находка находится всего в одном свайпе от них. И все же самое интересное произошло не в приложении, а здесь, в этом видео. Пока мы говорили о психологии Тему, пока разбирали бонусы, купоны, таймеры и бесконечные акции, на фоне все это время продолжался один и тот же процесс. И если вы заметили, я так и не дошел до самого главного. Я так и не начал выбирать товар. Больше 10 минут приложение предлагало что угодно, кроме покупки. И что удивительно, этого оказалось достаточно. Потому что весь ролик был посвящен вопросу, почему люди проводят в Тему больше времени, чем собирались. И ответ все это время находился прямо перед нами. Ни в отчетах компании, ни в маркетинговых исследованиях, ни в финансовых показателях, а на экране. Возможно, именно поэтому феномен Тему так трудно заметить. Потому что он выглядит не как давление, не как реклама, не как попытка что-то продать. Он выглядит как еще один свайп, еще один бонус, еще одно предложение, которое занимает всего несколько секунд, а потом еще несколько и еще.